Good morning, everyone. It's nice to see everyone here. I think the last time mine closure was discussed at this conference was 2014 when we did a master class in this room. And I think there were 4 people who attended. So we're doing better this year. This is the first time there's been an actual technical session on the subject at MINEX. It's very timely because part of the new mining code will be about mine closure plans and planning, and also about financial assurance. So we'll have a chance to hear from a number of speakers today on the subject, and then we'll have a question and answer period as well. I would like to introduce probably before I introduce any of the speakers, I should let you know that I don't speak Russian, and I will do my best to get your names correct, but I might not do so well. The first speaker is Janar Faizuldaeva, my colleague from Tony, I didn't do that on purpose like you do. My colleague from our Almaty office here in Kazakhstan. Добрый день. Добрый день, участники форума. Хотелось бы для начала поблагодарить организаторов за возможность предоставления моего доклада о значимости критериев ликвидации для успешной ликвидации рудника. Успешная ликвидация. Успешные процессы ликвидации рудников или рекультивации имеют различные определения по юрисдикции по всему миру. Если в одних странах это критерии ликвидации, в Казахстане у нас это соответствие проекту ликвидации, выполнение всех мероприятий в соответствии с проектом и акт приемки работ. К сожалению, оценка ликвидации строится только на соответствии проекта. Критериев оценки достигнутой цели не существует. И поэтому, я думаю, очень важно поговорить о их важности, о том, как их можно использовать для того, чтобы убедиться, что ликвидация была произведена правильно. Для оценки прогресса в достижении цели ликвидации требуется определение критериев успешной ликвидации рудника. К сожалению, большинство существующих руководств на сегодняшний день основаны на процессах, методах, процедурах, технологиях. То есть они основаны на средствах, а не на том, как достигнуть цели. Здесь схематично показано, как можно развивать план проекта ликвидации на подходе на основе достижения цели. Основой такого подхода является цель ликвидации. Она у нас, например, в нашем законодательстве прописана как защита окружающей среды и здоровья населения. Затем эта цель ликвидации должна быть основана на, что здесь вот показывает, на принципах ликвидации, о них я поговорю в следующем слайде. И основываясь на цели и принципах, разрабатывается задача ликвидации для каждого из компонентов проекта. Для того, чтобы оценить, насколько правильно была сделана ликвидация, разрабатываются как раз-таки критерии, которые и охватывают цель и задачи. Да. Развитие плана ликвидации должно следовать подходу на основе достижения поставленных задач со всеобъемлющей целью ликвидации в основе. Цель ликвидации должна быть прикреплена принципами ликвидации. Обязательно нужно выбирать четкие и измеримые задачи, а критерии ликвидации измеряют в свою очередь, насколько выбранная деятельность по ликвидации достигает поставленных задач. И еще раз, чтобы помочь схематически посмотреть, как это выглядит, получается, в самом начале основой у нас является цель ликвидации, на которой затем основываются принципы. Принципы обязательно это физическая стабильность, химическая стабильность и землепользование после завершения добычных работ. И вчера Джефф в своей презентации говорил, одним из проблем на сегодня является землепользование как раз таки. Задача ликвидации разрабатывается для всех компонентов. И под компонентами проекта мы имеем подземные выработки, отвалы, хвостохранилища, карьеры и так далее. И то есть для каждого из компонентов разрабатываются отдельные задачи.
Задачи обязательно должны быть четко измеримыми, достижимыми и содействовать разработке критериев. То есть нельзя придумывать для себя задачи, которые недостижимы или которые вы не можете измерить, чтобы оценить, достигли ли вы их. План ликвидации должен включать задачи, в свою очередь, для каждого компонента проекта, как я сказала в предыдущем слайде. И задачи должны обязательно руководствоваться и прямо относиться к целям и принципам. Другими словами говоря, одно вытекает из другого. Вначале вы утверждаете свою цель ликвидации, но и затем задачи. И критерии. Теперь мы переходим к самим критериям, что это такое, как их разрабатывать. Критерии ликвидации разрабатываются для каждой задачи ликвидации, и они используются, чтобы определить, насколько выбранные меры по ликвидации достигают поставленных задач. Одна из самых больших проблем при ликвидации, которая негативно влияет на окружающую среду, это дренаж кислых вод и выщелачивание металлов. Чаще всего это касается как отвалов, как хвостохранилищ, так и карьеров. Потенциал дренажа кислых вод и выщелачивания металлов, пустой породы, отвалов, бортов карьера и других материалов, связанных с недропользованием, следует рассматривать и оценивать в деталях. В идеале эта работа начинается в самом начале проекта, когда вы уже знаете, насколько ваш материал, возможно, будет производить дренаж кислых вод. И здесь схематично показано, как это происходит. Картинка, я надеюсь, хорошо видно. Сульфидные минералы шахтных отходов плюс вода и воздух в итоге нам дают на выходе кислоту, металлы и соленость воды. То есть загрязнение вод. Если мы будем рассматривать именно дренаж кислых вод, то какие критерии ликвидации можно будет разработать? Одним из примеров является детальное ландшафтное проектирование и спецификации. То есть, когда вы разрабатываете проект ликвидации, вы детально расписываете, какой ландшафт вы получите в итоге после проведения всех мероприятий, которые в итоге будут способствовать тому, чтобы уменьшить дренаж кислых вод. Также может быть подробная дренажная характеристика поверхностных вод, то есть отбор проб воды для того, чтобы посмотреть, насколько они соответствуют требованиям и стандартам. Фильтрация и качество воды, достижение конкретных уровней кислотности, солености, тяжелых металлов и других веществ. То есть все эти критерии можно будет разработать и прописать в плане ликвидации. И когда вы завершите ликвидацию, и сам недропользователь, и компетентный орган будут видеть четко, достигли ли вы этих задач и критериев. Для того, чтобы привести пример того, как это сделано на практике, один из кейс-стадис, это будет рудник Холден. Он достаточно известный в США. Он действовал с 1938 года по 1957. То есть с 1957 года рудник не работал, он был заброшенным. После отработки было оставлено 96 километров горных выработок. Пустая порода и хвосты, это по объему около 8 миллионов тонн. Выщелачивали металлы в Railroad Creek, это речка, которая показана на картинке. Ориентировочная стоимость закрытия и ликвидации рудника была более 200 миллионов долларов. И Rio Tinto, компанию, которую мы все прекрасно знаем, управляет и оплачивает закрытие рудника, который, как ожидается, займет около 5 лет. Нужно тут сказать, что Rio Tinto, в свою очередь, купила компанию, в которой рудник Холден состоял как один из объектов, поэтому Rio Tinto были вынуждены взять очистку рудника Холден на себя. Был разработан достаточно детальный план ликвидации и с таким же подходом, который мы описывали, подход на основе достижения цели. И одной из задач было достижение очищения воды, то есть уменьшение дренажа кислых вод. В свою очередь, Американская ассоциация геологоразведочных и горнорудных предприятий АИМА присудила премию за экологическую экспертизу 2015 года Rio Tinto за очистку исторического сайта Holden Mines в штате Вашингтон. И тут стоит, наверное, еще уточнить такую деталь, что рудник Холден находился в национальном парке,
И что осложняло очистку, это его удаленность и возможность работы только в определенные сезоны теплые, когда можно было использовать реку для транспортировки оборудования. Соответственно, сумма выходила большая именно из-за этого. Другой компонент ликвидации – это восстановление растительности. Восстановление растительности воздействованных площадок на месторождении может включать в себя естественную рекультивацию или улучшенное восстановление растительности, где растительность посажена для каких-то конкретных целей. Здесь на картинке указана вот угольная разработка. Как вы видите, рекультивация проводится уже прогрессивно, постепенно. То есть эту часть уже отработали, а на это продолжаются только работы. И так как часть эта была уже отработана, ее уже рекультивировали, как вы видите, восстановление растительности произошло успешно. Какие можно разработать критерии для восстановления растительности? Это может быть как плотность, так и процентаж покрова, наличие или отсутствие определенных видов, которые вы запланировали увидеть, наличие чужеродных или инвазивных видов, возможность поддержки уязвимых или охраняемых видов, это как животных, так и растений, урожайность, продуктивность, биомассы или культуры. Хороший другой вот пример, рудник Goldstrike, Barrick Gold. Если кто-то знает о золоторудных предприятиях, вы знаете, что рудник Goldstrike входит в десятку самых больших в мире. Рудник продолжает до сих пор существовать, но они делают постепенную рекультивацию, и одной из этих постепенных рекультиваций была рекультивация отвалов. В данном случае характеристика материала, которая используется в добыче и которая остается пустых пород, позволила сделать рекультивацию постепенно, прямо на месте. Другими словами, вот использовался местный материал под названием карли. Он находился в самом руднике. Соответственно, когда вот эту пустую породу добывали, они смогли ее использовать в рекультивации. Из-за этого рудник Goldstrike сэкономил около $20 миллионов в том, что они сделали рекультивацию именно еще пока добыча продолжалась и использовали местный материал. Это долгосрочное планирование, и эффективность затрат, как я сказала, была очень большая. Здесь вот пример того, как это было сделано. Это была предполагаемая ликвидация отвала названием база. Получается, потенциально кислотообразующие пустые породы были поставлены, вот, грубо говоря, в центре. Затем сверху была смесь кислотнообразующих пород и некислотнообразующих пород. Сверху все это было закрыто плодородным слоем почвы и кареном, на котором в дальнейшем восстановили растительность, и ликвидация отвала произошла успешно. Я здесь назад вернусь, здесь вот на картинке указан один из склонов. Как вы видите, восстановление растительности произошло успешно. Следующая тема – это загрязненные почвы и грунтовые воды. Как мы знаем, в добыче у нас всегда происходит так, что у нас образуются загрязненные почвы и грунтовые воды. Это может быть топливо, химические вещества, хвосты, металлы, связанные с рудой, и другие вещества. Загрязнение грунтовых вод происходит теми же материалами, которые мы сейчас озвучили. Какие критерии можно разработать? Это могут быть физические, химические, биологические характеристики почвы, продуктивность почвы, ее плодородие, а также мониторинг поверхностного водоотвода и качества подземных вод. То есть, если у нас есть по экологическому кодексу в Казахстане какие-то стандарты, да, вот наши по качеству вод, мы их можем использовать как критерии. Рост объемов отходов. Простите, я тут пропустила. Так. Физическая и биотехническая стабильность. Это тоже один из самых больших вопросов в ликвидации. Один из принципов, как вы видели, была физическая стабильность. Проекты должны быть достаточно стабильными, чтобы выдержать потенциально вредные процессы, связанные как с физической стабильностью, так и геотехнической стабильностью. И вопрос, почему геотехническая стабильность очень важна для ликвидации. Вот этот вот слайд показывает для нас самые высокие здания, которые сейчас существуют. Вы знаете, здание Бурдж-Халифа в Дубае, оно достигает больше 800 метров в высоту. И наш коллега Энди Робертсон сделал
предположение того, насколько сильно будет вырастать производительность создания хвостов. И как вы видите, идет постепенное увеличение здесь. Оно будет достигать 100 тысяч тонн ежедневной производительности в день, 10 тысяч тонн. И увеличение высоты дамбы со временем, по его предположению, к 2050 году займет километр. И если мы сравним сейчас, какие у нас есть размеры хвостохранилища и отвалов, то они достигают таких размеров, что уже могут скоро в дальнейшем быть такой же высоты, как и Бурж-Шариф. Критерии ликвидации: физическая, геотехническая стабильность. А какие можно будет использовать критерии? Это вот факторы безопасности, которые существуют в соответствии с инженерной практикой, а также подробные технические характеристики, то есть подробное техническое проектирование отвалов, углов, проектных параметров дренажа и скорости эрозии. Ну, на этом у меня все. На самом деле я выбрала самые важные критерии, которые существуют, мне кажется. На самом деле их еще больше, конечно, по каждому вопросу. Если у вас будут вопросы в конце, я буду очень рада на них ответить. Здесь мы с группой участников конференции по закрытию рудников в Австралии. Да, одна из самых больших бокситовых месторождений. И да, все. Спасибо большое. I think we'll hold questions for the end through the presentation. So if anyone has questions for Janar, please write them down and you'll have an opportunity to ask them at the end. I'd like to introduce the next speaker, Rosat Ibrahima. She works for GIZ. She's a technical specialist around here in Kazakhstan. Thank you, Mr. Ashley. No. Wrong one. That's one. Добрый день, уважаемые участники форума. Тема доклада «Германское общество по международному сотрудничеству ГИС», презентуемого мной сегодня, это стратегический подход к новым требованиям ликвидации объектов недропользования. Тема становится актуальной в свете происходящих законодательных реформ, а именно усиление регулирования в части ликвидации последствий добычи и предлагаемых проектом кодекса механизмов финансового обеспечения. Все это создает необходимость в соответствии также требованиям наилучших мировых методологий и практик. Также это предполагает плавное внедрение, способность плавной внедряемости на всех уровнях и, собственно, обуславливает развитие нового сегмента рынка горнодобывающей промышленности Казахстана, что является также предопределяющим фактором. Какие вопросы будут решаться, охвачены предлагаемой презентацией подходом? Предлагаемой презентации подходом это в первую очередь внедрение новых знаний и опыта в применении современных и эффективных технологий. Далее предполагается решение таких вопросов, как усовершенствование современной технологической и методологической базы, увеличение базы поставщиков услуг и консалтинговых организаций, расширение информационного поля для национальных и международных поставщиков услуг, также повышение казахстанского опыта в ликвидации и рекультивации и создание и увеличение инструментариев площадок для практического ознакомления с передовым опытом, технологиями и обменом опытом. Теперь подробнее о подходе, предлагаемом в ликвидации объектов недропользования. GIZ имеет планы по формированию стратегических альянсов с германскими, европейскими, казахстанскими компаниями с целью распространения практики и опыта ликвидации и рекультивации, а также внедрения практики разработки модельных планов по ликвидации и рекультивации. Стратегический альянс предполагает собой масштабное транснациональное взаимодействие заинтересованных сторон, которое сфокусировано на улучшении экологических аспектов недропользования,
объединяет международных и национальных игроков в сфере управления аспектами по охране окружающей среды. Стратегический альянс также призван трансформировать инновационные решения по устойчивому развитию в экономические и социальные выгоды государственного и частного сектора. Целью создания стратегических альянсов является успешная современная интеграция и реализация новых требований законодательства для создания лучшей практики по ликвидации и рекультивации и накоплению знаний. Также разработка и внедрение стандартизированных требований для ликвидации рудников, разработка модельных планов по ликвидации, консервации и рекультивации и внедрение устойчивых процессов ликвидации для различных рудников в регионах Казахстана. Участниками предполагается станут горнодобывающие компании, оперирующие на территории Республики Казахстан, профильные ассоциации, проектно-исследовательские компании, центральные и местные органы власти. Предполагаемые источники финансирования в первую очередь это Министерство экономического развития и сотрудничества Германии, собственно, горнодобывающие предприятия и европейские проектные консалтинговые компании в формате вклада. Какие ожидаются результаты в формате такого сотрудничества? Предполагается, что будут разработаны модельные планы по ликвидации и рекультивации для различных сценариев ликвидируемых объектов недропользования. Будут четко определены роли и задачи для госорганов для осуществления контрольно-надзорных функций в отношении рекультивируемых и ликвидируемых объектов. Будет разработана методология мониторинга ликвидированных объектов с участием компаний и профильных госорганов с распространением знаний и навыков. Будет обеспечено взаимодействие профильных инспекций и служб с компаниями с учетом новых требований законодательства. Предполагается усиление и повышение навыков проведения ликвидационных работ компаниями и контроля со стороны госорганов с учетом новых норм. Какие выгоды получат стороны стратегического альянса? Инвесторы в горнорудной отрасли и операторы получат знания о функциональности и применимости новых требований по ликвидации и рекультивации и получат гарантии предсказуемости внедряемых реформ в отрасли. Проектные компании Германии, Европейского Союза получат доступ к рынку по консультированию и проведению работ по ликвидации и рекультивации. Казахстанские проектные компании и профильные вузы получат доступ к международному опыту и практике по ликвидации и рекультивации. Гражданское общество, в свою очередь, узнает о практическом применении нормативно-правовой базы по ликвидации и рекультивации, ее соответствии международной передовой практике. Органы власти на национальном уровне будут координировать участие заинтересованных сторон для эффективного исполнения ключевой части нового законодательства на национальном уровне. Органы власти на субнациональном уровне будут принимать участие в самом процессе ликвидации и рекультивации от стадии планирования до стадии завершения. Какой же вклад участвующих сторон? При подтверждении поддержки со стороны Министерства экономического развития и сотрудничества Германии GIZ определит партнеров из частного сектора, органов государственной власти, гражданского общества и окажет поддержку переговорному процессу. Также будет разработана концепция стратегического альянса совместно с заинтересованными сторонами и оказана поддержка процессу. Министерство экономического развития и сотрудничества Германии сможет выделить сумму на финансирование проекта, равной сумме вклада компании. В свою очередь, также ГИС обеспечит привнесение технического опыта в горнодобывающей отрасли Казахстана, компетентность в организации процессов с участием многих заинтересованных сторон и управление ноу-хау, накопленное в течение 20 лет деятельности в Республике Казахстан. Какие шаги предполагаются для создания стратегического альянса?
Первое. Формирование альянсов через переговоры между GIZ и национальными и субнациональными органами власти. Также переговоры с горнодобывающими компаниями, оперирующими на территории Казахстана, с поставщиками технических консалтинговых услуг и высшими учебными заведениями и гражданским обществом. Шаг второй. Одобрение правительством Германии финансирования со стороны Министерства экономического развития. Следующий шаг – это разработка модельного плана по ликвидации, консервации и рекультивации рудников для 5 различных сценариев, в том числе и по проблемным проектам, а также по подземным шахтам. Шаг четвертый – это трансфер полученных знаний, передача знаний по практике ликвидации, консервации местным организациям в области образования и проектным организациям. На этом слайде вы видите предполагаемое группирование заинтересованных сторон согласно сфере интересов. Государственные органы, Ассоциация горнодобывающих и металлургических предприятий GIZ будет сотрудничать над созданием планов ликвидации рудников. Взаимодействие компаний, недропользователей, Государственного университета и GIZ будет направлено на обмен знаний по следующим областям интересов. Это экологическая безопасность, экологический мониторинг при проведении горных работ, экологический мониторинг по завершению горных работ и научно-исследовательские подразделения и изыскания. Местные исполнительные органы и недропользователи будут взаимодействовать по вопросам влияния на региональную экономику. Сюда относится контроль за исполнением требований на местах, устойчивое развитие местной экономики с учетом закрытия рудника, пострекультивационный мониторинг состояния охраны окружающей среды и экономическая реструктуризация региона, где это возможно. И объектом этого всего станет модельный план по ликвидации, консервации и рекультивации как совместный продукт горнодобывающих компаний и проектных организаций. Стратегические альянсы – это реализуемая GIZ практика. Есть успешные примеры как в Казахстане, так и за рубежом. В настоящее время в Казахстане реализуется стратегический альянс в сфере дуального образования. Называется «Содействие внедрению дуального обучения в Казахстане». Этот проект продолжительностью 3 года. Целью является поддержка колледжей в разработке учебных планов и повышение квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения для подготовки высококвалифицированных казахстанских кадров по промышленным специальностям. Внедряющим агентством является GIZ. Партнеры с германской стороны – это такие предприятия, как Heidelberg Cement, Ивоник, Классен Джон Дир, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития. Партнеры с казахстанской стороны – это производственные предприятия, управление образованием, региональные палаты предпринимателей, учебные заведения. 3 учебных заведения – это Темиртауский политехнический колледж, Усть-Каменогорский колледж строительства и Щучинский колледж экологии и лесного хозяйства взаимодействуют в рамках такого стратегического альянса. Также существует сотрудничество на основе государственно-частного партнерства по проекту улучшенного хлопка в Казахстане в регионе Южно-Казахстанской области. Проект будет длиться до декабря 2018 года. Целью его является поддержка индивидуальных предпринимателей в регионах и продвижение инновационных проектов предприятий, приносящих долгосрочную выгоду местному населению. Партнером с германской стороны также является Министерство экономического сотрудничества и развития. С казахстанской стороны это компания Луи Дрейфус Казахстан. Также у нас имеется завершенный проект государственно-частного партнерства. Это проект по повышению энергосбережения при строительстве жилых зданий. Этот проект был завершен в 2013 году. Эти примеры демонстрируют, насколько успешно сотрудничество в формате стратегического альянса и государственно-частного партнерства. Что касается горнодобывающей отрасли минерального сырья, были примеры стратегического альянса в регионах Южной Африки.
Это Мадагаскар, регионы Хорд, Дофин и Аноси, и Мозамбик, провинция Инфамбан. Эти проекты, они завершены. Со стороны немецкого партнерства это Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития. Частным партнером являлась компания Rio Tinto Iron and Titanium. Целью этого стратегического альянса было содействие местному экономическому развитию вокруг горнодобывающих объектов компании Rio Tinto путем создания возможностей для развития местного бизнеса, а также содействие применению ответственной практики ведения горных работ для повышения осведомленности потенциала гражданского общества, правительства и горнодобывающих предприятий. По завершению этого проекта все задачи и цели были достигнуты. На этом моя презентация по созданию стратегических альянсов закончена. Я в заключение хочу сказать, что GIZ приглашает заинтересованные стороны к участию в стратегическом альянсе, и такое сотрудничество обеспечит трансфер новых технологий германских и европейских экспертов в горнодобывающий сектор Казахстана, что обеспечит предоставляемую экспертизу и консалтинг. Для получения более подробной информации вы можете обращаться по указанным контактам. Спасибо большое всем за внимание. Thank you, Lizette. Our next speaker is Stephen Pierce. Did I pronounce that right, Stephen? He is a director and senior geoenvironmental consultant for O'Kane Consultants, and he's going to talk about financial risk associated with mine closure. Dobrodan, good afternoon, and Pranamdar. That last word was Welsh, which is my language in my home country, which is equally as difficult to learn as Russian, as I'm finding. As Jeff had said, it's not often at these talks that we find mine closure, and I think part of that is to do with the language. So I've decided to give a talk in the language of finance, or dollars, which I think is what most people can relate with. Firstly, a bit about O'Kane. As you can tell from my bad Russian, we don't have an office anywhere in Central Asia. Now, O'Kane is an engineering company specialising in mine closure. So we're sort of global leaders in research. We've published over 150 papers into this area. We believe in innovation and also in technology transfer, so most of this information is free. So I'd encourage you to go to our website and you can get any of this information for absolutely free. Just to note also, we're working on the global cover system design manual at the moment with INAP. Prior to that, we've done the cold region climates cover system design manual. A lot of our work is done in Canada, Northern Europe, which is Arctic climates, similar to Kazakhstan to some extent, so a lot of our work is probably applicable to Kazakhstan. So first, some key aspects of financial risk. There's three sort of major areas as we see it. The first is incidents during operations. We're talking about large incidents which cause suspension of operations. The second one is the social license to operate. Now this is where governments can actually shut down your mine because you've broken regulation. And the third is related to MPV, where you have to actually realise the cost of closure. So in terms of the first aspect, significant financial risk events, if you look back over the last 6 years, there's a couple that you're probably familiar with. Back in 2014, Mount Polly, which was a tailings dam in Canada, had a significant failure. Kolantar, which is in Hungary, this was from a bauxite mine, again it's a tailings dam failure, 2010. And this is Samarco mine in Brazil, which was most widely publicised, and again another tailings dam failure. So these were all significant failures and cost millions, maybe billions of dollars. So the third aspect
Sorry, the slides are stuck. Okay, so the second aspect is the social license to operate. This is a hot topic this year. So in 2017, the Philippines, 23 of the 41 mines in the country have been closed down. Water quality has been the issue. El Salvador this year announced a total ban on all metal mining. Again, this is water quality. Costa Rica back in 2010 did very much the same thing with open pit mining. And cyanide had been banned in multiple countries as well. The common link between these is that water quality is linked to the social license to operate. And this is based on trust. So most of these issues of why mines have been closed down is because trust has been lost between the operators and the stakeholders, which is the government and communities. A key aspect to this is promises made when mines are started up, which is normally quite high, lofty promises that there'll be no impact, or it'll be this, we can return to the same as it was, or that all water quality won't be impacted. These are very difficult promises to maintain, and this has resulted in what we're seeing in some countries now, where communities are pushing back against mining. The third aspect is to do with MPV. So this is a question I get asked by investors and financial people, which is, well, what does mine closure have to do with MPV of projects now? And I'll just give you a little example. So generally speaking, if you have mine A, which is in operations, this is generating cash flow. Now, for a company to grow and get new mines, this cash flow is then used as productive investment, so capital investment into other projects. So this would be exploration projects, would be the mines of the future. If you have a few mines, the chances are you'll be decommissioning some of these other mines, and that needs money to go to mine closure. But in many cases, insufficient resources are left over from this mining operation to pay for closure. So what happens is capital is diverted from operations to close other mines. And what this means is you're diverting capital from productive investment into new projects, into non-productive investment, which is closure. And this is the aspect that we really want to cover, is the financial aspect of these money flows. Now, I have in the title, it says Pass the Parcel. This is a game my children play at parties, where they pass a parcel around with the music. When the music stops, they open up the parcel and there's a present. In this case, when the music stops and you open the parcel, it's a huge amount of money you need to pay out to close a mine. The second important thing about finance is the view of closure in terms of timeframes. So I've taken this from KPMG's document. This isn't to pick on KPMG or say that KPMG do things wrong. I had to get a figure from somewhere. So this is from their Mining Outlook in 2016. What's in here is closure. The timescale is given as 1 to 10 years. Now, this is typical for the closure period to be assumed to be less than the operational period. In the real world, and this is based on lots of projects that we work around globally, this isn't the case. So these are 3 mines. They're mainly polymetallic copper gold mines. Island Copper, Equity Silver in Canada, and Bracunja, which is in Australia. You can see the red lines is the operations. So that's about in line with what KPMG have, about 20 years. The black dots are the closure periods for these mines, and they're about 100 years. So this is 10 times longer than the estimated. And this, by the way, isn't uncommon. So I've not picked 3 that are unusual. This is actually quite common to have very extended time frames. So from Canada, there's been some good research into this. The pie chart shows the predicted length of time that treatment's required, so as in closure for water quality. For the 0 to 10 year period, there's only 23% of mines think that they can get to that. Up to 50 years, 25% of mines. Up to 200 years, 6%. What's relevant is 46% of mines think they'll be treating in perpetuity. So that means half of the mines think they'll be treating their mine water in perpetuity, like more than 200 years. And this is very significant because we talked about cash flow, so you could be diverting cash flow in perpetuity to do this. So this is a real present risk to MPV now.
And if we look at what this means, costs for treatment for things like for water treatment aren't necessarily fixed costs either. They can escalate. So this is a mine in Canada. In 1990, it closed. So this is the cost, $20 million a year for treatment. By 2000, that went up to 25 million. By 2005, to 45 million. 2017, $82 million. So these costs, not only can they go on for a long time, they can escalate with time. So understanding the nature and the magnitude of these costs is critically important. And it does not represent optimized project economics to not recognize and understand that this is the case for many situations. So what are some common factors that relate to this aspect of financial risk, and why are underestimations made? These are the ones, this is from our experience of reviewing mine closure plans, doing lots of mine closure planning work, and this is across the globe. The first one is making promises that can't be met. So this is in the approvals process. Things are promised to gain approvals, but they're unrealistic. So things like the site will be returned to how it was before, or water will not be impacted, the water quality will be the same. These things are very potentially dangerous to promise because they're very difficult and or expensive to deliver on. The second thing is using a generic closure plan. The analogy I'd use here is you wouldn't use a generic resource model for a site. Every site has its own resource model, so you wouldn't use a generic closure plan. Closure plan has as much financial impact as the resource model does. Relying on the strategies for managing closure that can only be enacted at the end of operational life. This is another common aspect. The mine closure is treated as something that's done at the end. But if you have a mine that's operated for 20 years, you're leaving all of the risk to the end. And when you get to the end, it might be too late. So there's what's called progressive closure, and this means managing the risk during operations. And this can reduce this risk. Not integrating closure planning with operational planning. This is also something we see quite a lot, and this is when the driver is operations and just go in and getting the operations underway and thinking about closure at the end, but it has to be integrated. A good example, and we see this quite a lot, is in the closure plan. You might have something like at the end of a tailings dam or waste rock dump, we'll cover the dump with half a metre of clean material, topsoil or inert waste. Lots of mines, most of that material is in the pre-strip, which happens at the start. By the time you get to the end of the mine, this is buried under the bottom of the waste rock dump. So to recover this is either expensive or you can't do it, and they don't have the materials. So this is an example why closure planning should be integrated with operations. The use of copy and paste designs for rehabilitation schemes. Again, this is kind of common. Each site is individual. You can't take a closure plan from one site and paste it across to another site. We do see this quite a lot happening, and this is not just in one area, we see this all over the world. And poor communication of risk. And what I mean by this is communication at all aspects of the life of mine about what the financial risks are, what they relate to, what the magnitude is. So this is communication to communities, communication to government, communication to investors. This is the key thing, is actually how do you communicate the risks of closure planning. And as I discussed, a lot of the problem is mine closure aspects are communicated in terms of science, not necessarily finance, and I think this is something that can probably be improved. So here's an example of if you leave it to the end, so an end-of-life closure solution. This is a mine in the Yukon in Canada. I went to this mine a few months ago. It's Faro Mine. Now this was a mine that was operated quite a long time ago in Canada when environmental regulations were less strict. There's around about 300 million tonnes of waste rock, 70 million tonnes of tailings. Water quality is the issue at this site. Again, coming back to water quality. About $250 million has been spent on this site to date, mainly doing engineering studies on how to close it. About $40 million is spent every year maintaining the site and treating the water. Closure planning is still underway. It's estimated the final cost will be in the region of $400 to $600 million. So altogether, this is about $1 billion. Now, this is funded by the government because
the mine that shut down is now bankrupt, doesn't exist. But just to illustrate that a single mine has $1 billion of financial risk tied to it. And that might not even be the total amount, because the plan for this site could be treatment into perpetuity again. So what's the path forward? What we can say is that although many mines might provide an attractive equity value, this value is rarely optimised. And that's because of an underappreciation of the cash flows required for closure liability, and this mainly resolves around water quality. So the path forward is we need to quantify what this water quality risk is appropriately within the reality of closure, and to quantify the benefits of reducing this water quality liability during operations. And this is a time frame we can quantify risk with more certainty during operations. And what this requires is close alignment of feasibility studies, mine planning and closure planning. And this should be done early and often. So it's something that's done over the life of mine. At the start, PFS, DFS is where we start, during operations and at the end. So I guess a sales pitch, if you want. There are lots of solutions around through many companies. O'Kane has developed a toolkit for this, and this includes things like failure modes effects analysis. So this is a replacement for a traditional risk assessment, and basically is more financially based. Quantitative waste management to determine the NPV of waste to improve operating cost efficiency. Now what this is we're looking at, most sites look at the NPV, how much is the ore worth. What we're looking at is, okay, what liability or value is there in the waste? Innovation in closure engineering design. So we aim to reduce closure costs by being innovative about engineering designs. And what this means is we can carry out due diligence from an informed position. We leverage our technical expertise and reputation to get regulator buy-in. Ensure our solutions are based on integrated and operational thinking, and produce solutions that are practical, pragmatic, and cost-effective. And if I have time, there's briefly just some examples of what we could mean by this. So there's two sites: Gator Gold Mine, which is in Tanzania, in Africa, and this is Matabe Gold Mine, which is in Sumatra, in Indonesia. Matabe there has an integrated tailings and waste drop storage facility. At both of these sites, we've worked with the operators, this is during operations, to work on progressive strategy of closure. So in this case, it's working on the placement of waste to reduce the risk of AMD. So waste rock is paddock dumped, and clay compacted layers are put on top. And what this does is it reduces the risk of AMD production during the operational period. There's an additional benefit which came out of this, which is that the clay layers actually reduce the wear on the truck tyres, so do provide some financial feedback, so the finance people like to look at this aspect. But the main thing is to reduce the risk of AMD. And it means that we're not leaving or deferring the risk to closure. We're trying to deal with this risk during the operational period. And a lot of these things don't necessarily have to incur a lot more cost. We worked on many sites where simply shifting the mine schedule around has achieved the same goal. It hasn't really cost any more money to the mine. There's a misconception that by trying to do something during operations makes it more expensive. Not necessarily the case. Mine waste scheduling is much the same as scheduling the ore. It's all done to optimise efficiency and reduce cost. So progressive closure reduces risk prior to closure occurring. There's less need for the solution to fix a problem at the end. Reduced uncertainty in the technical risk. There's reduced uncertainty in the financial risk. It's less likely that you're going to create a legacy site that's going to be a problem. Increased stakeholder confidence that closure can even be achieved. This is with the communities and the regulators. So you gain confidence from them that you can actually shut the mine and meet the objectives that they have bought into. And we can lower the life of mine closure costs. So by spending some money during the operation of the mine, we can reduce this risk of having to shift money onto other operations at the end. Thank you very much.
Diolch yn fawr. Our next speaker is Polat Kaziev, General Director of Eurasian Minerals in Kazakhstan. And he will be talking about planning and controlling language. Добрый день, коллеги. Мой доклад небольшой называется «Планирование и контроль закрытия месторождений, технические и социально-экономические аспекты и практика закрытия и реабилитации хвостохранилища отходов и хвостов». Закрытие месторождений полезных ископаемых, рудников, после их отработки и полной эксплуатации является очень сложным процессом и не менее важным, чем сама разработка месторождения, так как после закрытия рудников возникают новые проблемы с ликвидацией последствий жизнедеятельности горно-металлургических предприятий, рекультивацией, восстановлением окружающей среды в первоначальное состояние. Кроме этого, очень важный аспект закрытия – это социально-экономические проблемы, которые возникают при этом. Вот, мне кажется, на это надо уделить больше внимания при рассмотрении вопросов рекультивации, закрытия рудников. Как правило, освобождается очень большое количество трудовых ресурсов, и у местных властей возникает проблема трудоустройства. В Казахстане вопросы регулирования закрытия предприятий, ликвидации, рекультивации регулируются законом о недрах и недропользовании, в экологическом кодексе. Законы у нас очень хорошие, сейчас вводятся новые правила в новом кодексе, но, к сожалению, на практике в Казахстане ликвидация, рекультивация предприятий, и эти проблемы стоят на последнем месте. В законодательстве, закон о недрах, предусмотрено для ликвидации предприятия отчисление 1% от ежегодных затрат на добычу или на разведку. Но, к сожалению, этих средств никогда не хватает для того, чтобы завершить ликвидацию. Поэтому, кроме этого, предусматривается законодательством, когда предприятие закрывается, готовить проект по ликвидации. Есть специальная инструкция, к сведению, наверное, многие об этом знают, где прописаны все эти процедуры. Но на самом деле, вот на практике, во всяком случае на моей практике, мало найдется в Казахстане предприятий, которые серьезно занимаются ликвидацией, рекультивацией последствий закрытия рудников. Если, конечно, не считать крупные такие компании, как ЦИН, как Казахмыс, возможно, у них эти мероприятия достаточно серьезно предусмотрены. Но если посмотреть на небольшие компании, которых сейчас в Казахстане сотни, ни одна компания вопросами рекультивации не занимается. По роду своей деятельности я очень часто езжу по Казахстану, проработал на многих предприятиях и вижу, что эта проблема остается до сих пор насущной. Это связано в первую очередь с тем, что срок существования рудников и предприятий долговременный во временном отрезке. И процесс ликвидации, как правило, переносится на будущие времена. А наши предприятия
к сожалению, довольно часто меняет своих хозяев, закрывается, и вопрос ликвидации, рекультивации остается в воздухе. Тем самым, мне кажется, снижается мера ответственности руководителей предприятий, которые занимаются, которые должны заниматься ликвидацией, рекультивацией последствий. Я думаю, что в этих случаях государство должно обязать местные исполнительные органы следить за выполнением ликвидационных работ. Надлежащее закрытие рудников и месторождений может стать мостом для переноса капитала, извлеченной из добычи полезного ископаемого, в будущее поколение, что позволит получить преимущество для создания новых горных предприятий. Если же горнодобывающие предприятия не примут надлежащего мер по закрытию предприятий, то у населения может возникнуть негативное отношение вообще к горным процессам. Если вы видите слайды, это просто для примера я привел несколько фотографий, в каком состоянии и виде находятся карьеры, рудники. К сожалению, что-то не переключаю. Вот пошло. Это уже в Казахстане, там были примеры. Собственно, фотографии с высоты птичьего полета. Вы видите, в каком состоянии находятся наши предприятия. Сегодняшняя практика показывает, что, к сожалению, многие предприятия недостаточно уделяют внимания этому архиважному процессу, ставя во главу угла в первую очередь получение прибыли. И не задумываясь, что они ставят будущему поколению огромные горы, отвалы пустых пород, терриконы, затопленные карьеры, шахты, которые представляют опасность и наносят огромный вред окружающей среде. Поэтому это сложная проблема, по моему мнению, закрытие месторождений из плоскости частного предпринимательства должна стать государственной, и правительство должно строго регулировать и контролировать, и вмешиваться в этот сложный процесс. Для устойчивого решения этой государственной проблемы, по моему мнению, необходимо создать какой-то государственный орган специализированный, который бы мог проводить мониторинг процессов ликвидации и рекультивации предприятия. Вы прекрасно знаете, что средства, которые мы откладываем в ликвидационный фонд, как правило, накапливаются, но редко когда применяются, потому что это очень долговременный процесс. А руководители меняются каждые 2-3 года, меняются и не используют эти средства. Если, допустим, будет какой-то государственный орган мониторить, а возможно использовать эти средства для рекультивации, ликвидации предприятий. При этом они будут предлагать предупредительные меры по организации процесса ликвидации и рекультивации. Как вам всем известно, при разработке месторождений, переработке руды на обогатительных фабриках, металлургических предприятиях образуется огромное количество отходов производства в виде отвалов пустых пород, хвостов обогатительных фабрик, шлаков, кеков заводов, которые наносят сегодня огромный вред окружающей среде, населению. Кто работал на предприятиях горной промышленности и видел эти картины, кстати, для примера, это территория Павлодарской области,
недалеко от комбината майка-золота. В последнее время я консультирую одну компанию, которая занимается разведкой техногенных минеральных образований, которые были образованы еще уже 80 лет лежат. 80 лет лежат вот эти вот отходы. Опять. Вот посмотрите. Вот это вот сегодняшний вид, по моему мнению, очень ужасный вид населенного пункта. Вот посмотрите, вот это вот старая фабрика, это вот старые отвалы, хвосты обогащения, которые за 80 лет существования предприятия никогда не рекультировались, не ликвидировались, никаких не проводилось работ. Это только для примера, один пример, майка-золота. А очень много есть предприятий, вы прекрасно знаете, если вы посещаете. Это вот карьер, затопленный водой. Вот это мусор, население поселка, значит, последние, наверное, 20-30 лет превратило вот эти отвалы, вывозят туда бытовой и хозяйственный мусор. Это ужасная картина. Вот, пожалуйста, затопленные карьеры. Вот это вот сегодняшний вид. Вот, пожалуйста, это вот старые, ну не старые, а хвосты, которые сливаются в настоящий момент. То есть это очень большая проблема. В советское время, если вы помните, государство в лице правительственных министерств, ну, в частности, Министерство цветной металлургии, уделяло большое внимание планомерному закрытию таких предприятий, уменьшению влияния и вредного воздействия. Если вы помните, в 80-х, 70-х годах существовало такое предприятие «Ачполиметалл». Так вот, там была большая проведена работа по закрытию шахт. Было создано специально, государством было создано предприятие «Кентау Ликвид», которое в течение 10 лет занималось рекультивацией и закрытием предприятий. Там проблема была с затоплением шахт. Так вот, в конце концов, нашли хорошее применение. Воду из шахт стали откачивать и снабжать город Туркестан водой. И до сих пор, к сожалению, это продолжается. То есть были хорошие примеры раньше, когда государство вмешивалось в этот процесс. Иначе, если бы тогда не создали такую компанию, город могли просто затопить. Ну, то есть шахтные воды поднимались и так далее. Там очень высокая, очень много воды. Сейчас вот хвосты обогатительных фабрик в последнее время представляют, есть две стороны вот этой проблемы. Это, во-первых, вред окружающей среде, а с другой стороны, они представляют большой интерес с точки зрения извлечения, до извлечения полезных металлов. Прекрасно вы сейчас знаете, что в последнее время большой интерес возник вот старым отвалом. Во всяком случае, я знаю, что сейчас везде в Казахстане компании берут контракты на хвосты обогащения и пытаются, значит, доизвлечь. Допустим, насколько я знаю, хвосты обогащения Жескенской обогатительной фабрики используются для закладки выработанных пространств. Вот. А в мировой практике вторичное использование таких отвалов имеет место, и мы также должны уделить это большое внимание и использовать вот как раз опыт, о котором сегодня говорили коллеги, и этот опыт нужно срочно переносить в Казахстан. Иначе через 10-20 лет мы просто не узнаем наши города, села, деревни и так далее.
Вот в связи с этим у меня есть предложение для наших министерств, что необходимо создать единый государственный орган в виде комитета или департамента по мониторингу использования вторичного сырья, то есть хвостов обогащения, и отвалов и так далее. И поручить этому департаменту контроль за эффективным использованием этого богатого сырья. Вы прекрасно знаете, что наши недра истощаются с каждым годом. Через 10-15 лет мы можем оказаться перед этой дилеммой. А в Казахстане накоплено огромные миллионы, миллиарды тонн вот этого богатого сырья. Насколько я знаю, были такие попытки организаций, предлагались во всяком случае институтами некоторыми создать какой-то институт, либо какой-то орган, который бы проводил мониторинг и следил за всеми отвалами и хвостами, которые используются. Для примера я просто хотел сказать, несколько лет назад я был в Южной Африке, так вот там местные сообщества используют старые шахты, возможно, вы тоже были, как туристические кластеры. Восстанавливают и возят туда туристов очень многочисленных и показывают, как велась там добыча, разведка, как добывалось золото. И это очень привлекательно. У нас в Казахстане это тоже можно было сделать. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. My name is Jeff Parsley, in case you weren't here at the beginning of the session. I work for SRK Consulting out of our North American practice. But my practice is global in nature, and I work in many places, including Central Asia. I was asked to give a talk about a computer model for calculating closure and reclamation costs in a standard fashion. Unfortunately, there's not enough time in 15 minutes to really do much more than talk a little bit about the philosophy associated with and the reason why that model was created. So that's what I'm going to do. It's freely available, and on the second to last slide, you'll see a website where you can download a copy of the model for free. So you can have a look at it, and I'll be around the rest of the day at the SRK booth. If somebody wants to actually see it in action, we'd be happy to do that. If you were at the session yesterday afternoon, you saw this slide from me, and I promise I'm not going to spend any time on it. What I do want to do is I want to bring your attention, and I want to focus in on this period in blue here from 1998 to about 2006. During that period of time, it was a period where all of the metal prices were depressed. And in the state of Nevada, where I live, it's gold country. It's one of the richest areas in the world for gold. And when the price of gold dropped below $300 an ounce and stayed there for a long period of time, it was a period of a number of bankruptcies. It wasn't just in Nevada that occurred. You heard earlier that's when Faro mine went bankrupt. It was in the early part of that period. And there were mines all around the world that went bankrupt. However, my story is about what happened in Nevada. Now, prior to that, if you were at my session yesterday afternoon, you heard me say that in the late 1980s and early 1990s, the industry and the government cooperated, both the federal and state governments, to come up with new regulations which included detailed mine closure planning requirements and closure cost estimating requirements. And arguably, those were probably the most detailed and complete set of regulations and guidelines anywhere in the world at the time. And we were quite convinced that
in the event of a bankruptcy, there would be enough money available to close the mines that had gone bankrupt. The money was put aside in financial assurance instruments held by a third party and payable to the government in the event of a bankruptcy. They were supposed to calculate accurate closure costs based on the detailed closure plans that were submitted by every mine. When the bankruptcies hit, we found out we were wrong. Of the 20 plus mines, I believe there were 28 in Nevada that actually went bankrupt. I actually did closure liability assessments on every single one of those 28 mines. None of the mines even had half the amount of money they needed in the financial assurance instrument to close the mine properly. And there were a lot of reasons for that, but and that's beyond the scope of this to discuss it, but fundamentally the main things were that there were things left out of closure plans, there were things left out of the closure cost estimates, people were using unrealistic approaches for coming up with cost estimates, and they were using criteria and rates that just had no bearing on what was actually going to happen on these sites. Fortunately, we did not have the kind of precipitation and water that northern Canada does. It's an arid state. We have more than twice, we have about 6 times the amount of evaporation in a year than we do precipitation, which almost exclusively falls as snow. So it's not that dissimilar to areas in Kazakhstan. But we did have a number of the sites that were imminent risk to the environment, primarily from overflowing ponds if the sites were not managed properly. So what ended up happening is when we finally got over our embarrassment of having gotten it so wrong, the industry and the government worked together, and we decided it was time to come up with a better way to actually estimate costs for closure. What we did as a group, and it was a very interactive group, there were about 40 people who worked over that period to try and come up with this approach. We recognized that we had certain objectives. It had to be accurate, it had to be defensible, and had to represent what was in the closure plan. We recognized that the use of all the different cost rates was causing a problem, particularly since the government was actually restricted by labor contracts. They had to use government prescribed labor rates for everything. It had to be fairly easy to use. It has gotten complex, so it is easy to put numbers in it, but it's a very complex model. It needed to allow people to use a broad range of inputs, either something from as simple as a map and a scale to AutoCAD. And it needed to be fairly easy to update and modify. We looked at a number of approaches for standardization, and the one that's actually not listed on here is the concept of an average user cost, or average unit cost, something what we refer to as a standard unit cost. That would be some number, whether it's the average or the 75th percentile of a number of estimates for a particular task. We actually rejected that approach because we realized if it was the average of all of those, then the ones that were average mines would be perfect, the ones that were below average would end up being underfunded, and the ones that were above average would end up being overfunded. And so neither way was a good way to do it. One of the things that Stephen said is every mine site is different. Every closure plan is different, every cost estimate is different, and they have to be done separately. So we looked at 3 other ways of going about it. First principles approach to calculate productivities and volumes. We looked at published databases, both commercial and government-based, and we looked for documented information from the field, actual closure costs from projects. We ended up deciding on doing most of the work through first principles approach, although there is some of the other in there. And basically the concept in this case of a first principles approach is to determine the amount of work to be done, select the equipment and crew, calculate the time to perform one unit of work. So if it's
haul a cubic meter of material from point A to point B, if it's to remove a kilometer of pipeline, whatever it is, and then divide the total work by that unit rate and multiply time by rates, and it comes up with an estimated cost. It allows both flexibility in how the approach is created. It also allows site specificity. We went to published databases. By the way, I'm surprised this is not the Russian version, which they're supposed to have. I apologize for that. The Caterpillar Performance Handbook was our primary source for earthwork and equipment productivities. We used adjustments for standard corrections. We also used a database, it's a commercially available database in the United States to get productivities. And we also, in some cases, went directly to contractors. We also came up with methods for standardizing volume calculations without extensive input and without getting into a lot of detail. Basically, we calculate a cut to fill balanced volume for most activities. We do it based on inputs on the slopes and the surrounding environment. This is the wrong presentation. It should be in Russian. This is the old presentation. Shamil, will you please get him on the right one? Excuse me. Among other things, there's a whole bunch more slides in the version that he has that we don't want to go through, so. And we'll get it for you in Russian as well. It's interesting, during the time we were trying to develop this standardized approach to the cost estimate, we met once a month with 40 people, government regulators from the federal government and the state government, contractors, industry people, consultants. And while it was interesting and extremely valuable to have all of those people involved in the process, as you can imagine, it became very frustrating at times. We have a saying in English, herding cats, and that's what it felt like at times. And it seemed like every month we would get together for our meeting and we would rediscuss what we had done in the previous meeting. And eventually we overcame that by creating sub-working groups. We sent off a few people and said, okay, you guys go figure out how we're going to address fuel costs. We sent another group off and said, we want you to go and look at what equipment we need to include in the model and how we're going to approach the productivity calculations. By the time we finished that, it ended up being a much more effective way to do it, and the only complaint I have had is that we didn't think of that about a year earlier. We would have probably finished sooner. At this point in time, the model's used all over the world. We track the downloads just to see how many there are. There have been over 5,000 since we originally released the model. We know that it's gone into more than 60 countries, but we're aware of at least 15 that people are actually using it to do cost estimates, not just simply downloading the model. And I'm hoping soon we'll have a presentation. Maybe more with this pause. Can I just ask, when you were developing this, Steve, as you described it, maybe Jeff can repeat the question for the translator. I'll repeat his question. Go ahead. When you were developing this, you said 40 people from different stakeholder groups. How are the actual costs of bringing it into
The costs? Okay, the question is how did we handle the costs of bringing all those people together? It was actually entirely voluntary. The government people were obviously paid for their time, but this was critical to them, so they were paid for that. All the industry people, the consultants and the contractors, it was a purely volunteer effort to do that. We understood that we had a serious problem and that we all needed to work together to solve it. What I didn't say is that we also had done the industry also joined forces with the government to sort of cover some of the uncovered costs to deal with things through providing resources. Consulting firms did pro bono work for a lot of the design work to close some of those abandoned sites. Now let's see if I can figure out where I am. Okay, so what we decided in the standardization, what was it that we could actually standardize? One of the critical things for the regulators was standardizing the format. One of the big problems they had previously was the fact that every company came up with their own format and they came up with their own model, and that meant they had to check every single one of them every single time they received a cost estimate. By putting it in a standardized format, it made it much easier for the regulators to review. Now, of course, they were involved in the development of the model. They validated it, so they knew the calculations were doing what they were supposed to, and then it was a matter of simply reviewing to make sure it was complete and the input data was correct. We did standardize input data requirements to make it fairly straightforward for everyone, volume and area calculations, productivities, and equipment and labor rates. We, as I said before, we used the standardized CAT handbook for much of it, and what we ended up actually creating was a model that we refer to as SRC, Standardized Reclamation Cost Estimator. The SRC model was, as I said, was developed by a consortium. It was not just the government, it was not industry, it was a combined effort. It was validated by a number of the states in the US. The state governments actually went through a process of making sure that it was doing what it said it was doing. And the two federal government agencies did as well. As I said before, it's used in we know it's been used to actually calculate costs in over 15 international jurisdictions, as well as at least 6, I think that number's up to about 9 states in the United States. It's primarily a first principles based approach, so you can actually check it by doing the same calculations by hand, which actually the anti-mining NGOs really like in the US. They've actually told us that. They like the model because they can check to make sure it's working correctly. It is free for anybody who wants to download it. That's something that some people have a hard time believing, but it was always the intent to make it free. All of the updates that have occurred are free, and that will be the case for as long as I'm responsible for updating the model. It needs to be auditable. Every single major auditing firm in the world has looked at a number of these models. Most of them end up with many of them in their locations, and I've had many meetings and conversations with the auditors. And it needed to be able to be used for all types of cost estimates. There are cost estimates other than financial assurance, which is what I'm talking about here, things like financial reporting at the end of every fiscal year, as well as planning and feasibility studies and other types of cost estimates. Basically, this is a diagram of the model. It comprises 2 separate Excel spreadsheets. The primary one is, I guess it's easier if I do it this way, is the actual model itself that does all the calculations of productivity and time. And there's also an input cost data file where you load data into it. Now, normally we do an introductory training session. It takes 2 days. We did one for the government and a number of other people from some of the industry here in the country at the beginning of this week. That effort was funded by GIZ. Thank you very much. To do a full training, it takes about a week. But you put information from your closure plan into the SRC model, along with information that comes off of maps, spatial data, and whatnot. And if you have a reclamation schedule, you can actually develop a cash flow model for your cost estimate. A few things to remember. A model is only a tool.
And it is a tool that was designed for a particular purpose. It's very good at what it does if it's being used for that purpose. However, there are other tools out there, and there are tasks that it's not an appropriate tool to use. What it was designed for, it does well, but that doesn't mean it's the only tool, and it doesn't mean it's necessarily the best tool every time. SRK uses it extensively in our business, but it is not the only tool we use for doing cost estimates. A cost estimate is only as good as the closure plan. I think Stephen said something along those lines. There are some minor changes if you calculate by hand versus the model, things like rounding and a few other things that will affect your number. You won't necessarily get it down to the nearest tenge. And the level of accuracy that the model generates is dependent on the input data, but it also is determined in part by what the individual who's actually looking for the cost estimate intends to do with it. So these are the items that are actually included as major components of the model. So I'll let you look at that real quick. I'm not going to read it off. It's pretty much most everything you would expect to see. There are some things that are not directly calculated by the model. We determined that there are certain things that require specialist efforts, and they're so highly site-specific that they really require work outside of the model, and in many cases other types of models to generate the costs, things like detailed water management, water treatment costs, we heard Stephen mention that, and also socioeconomic programs. There's no easy standardized way to calculate those. There are places in the model to include all of these things, but it's calculated outside of the model. I also wanted to give you a brief overview. We've been in the process of developing a major update to the model. It's scheduled out in May. It went to the beta testers at the beginning of last week. And so far it's looking pretty good. We will meet that deadline of having it out in May. A few of the things in there, one of the first ones that it may not be in the first release, but we will have a Russian version. We've already translated most of the model, and we have a working version of the previous model in Russian. Russian and Spanish are the first two languages we will have it done in. So that will happen fairly soon. It may not be in the May release, but it will be shortly thereafter. It allows you to use different currency. Now this is currency symbol. It doesn't convert from one currency to another. It allows you to put in your own categories for facilities, which allows the financial people to put in the general chart of accounts codes that they have for any given company. There's a number of very large companies that are using this as their exclusive method for doing cost estimates, and they like to put in their own chart of accounts for that. Probably the most significant feature in the new version is it's a very detailed scheduling component. It allows you to schedule by activity in the model rather than by component type, which is what it currently does. In conclusion, a few thoughts on best principles for financial assurance, and this comes from work we did from the government. That's good, I got it. Based in Kazakhstan. First of all, financial assurance cost estimates are intended to be they're designed to reflect the cost associated with the liability that the government would assume in the event of a bankruptcy and having to take over a mine site and close it. This doesn't deal with legacy mine sites that are abandoned long ago. These are for operating sites, and it's a requirement under the new mining code here in Kazakhstan. It should be based on actual costs. That is best practice worldwide. The security needs to be in some form of financial assurance, whether that's a letter of credit, some type of a bond. There are a number of instruments out there that are used around the world. There should be, in any law that is developed, there should be incentives to encourage closure and reclamation. And what I mean by that is
the release mechanisms for releasing some of that liability out of the financial assurance instrument. And probably the most valuable one is release from some of that liability as a result of progressive closure, which is what Stephen was talking about. It should apply to all mines. And there need to be methods, and this was one of our recommendations to the government here on our work through the World Bank, is there need to be methods to mitigate a major change in this type of law, because it will have an impact on the industry. We saw it back in the early 1990s when we passed the first law, and we saw it again following the development of the standardized approach, when the cost estimates increased in value, and that put an additional financial burden on the industry. That doesn't mean it should be ignored. It just means there needs to be a way to mitigate those impacts on the financial impacts on the industry. Financial assurance, as I said, is intended to protect the government from the risk of a default and the liability associated with that. It needs to be calculated correctly. It needs to be complete. It should be a site-specific calculation. They are all different. And in the case of many places, it needs to be based on the rates that the government would pay, not necessarily the rates that the mining company would pay their own people and pay for their own equipment. And finally, there are multiple methods for doing cost estimating. We know that the first principles approach, if the input is correct, is defensible. We've been able to defend it. We've been able to do some benchmarking against the calculations in the model. And the unit cost approaches are not site-specific. The unit cost approaches are, in my opinion, can be very dangerous. The trend, even in countries and jurisdictions like Western Australia, where they used to use that approach, the governments are moving away from that approach because they recognize the risk associated with it. And here is the website. So you can take a picture or you can write that down. I'll leave it up here for a minute. Everybody have it? If you don't get it, come find me at the SRK booth later, and I'll be happy to talk to you about it. That being said, on my last slide, I have a quote from a British statistician, a man named George Box, and he's fairly famous for this quote. This one is Albert Einstein. All right, well, that's Albert Einstein. That's a good one. I like that Albert Einstein quote. And that was exactly what we did. We had to come up with a new way to solve a problem that we had created in the past. I'll still give you the George Box quote. George Box's quote is, essentially all models are wrong, but some of them are useful. And I think that's really important to realize anytime you're doing any type of computer modeling. They are not perfect, they are not always right, and there can be a number of reasons why they're wrong, including the user who's using them for the wrong purpose. Thank you. Well, I would like to open the floor to questions for any of the speakers, and we also have Ruslan Baymeshev from the ministry, and Tanur is also here, one of the consultants associated who's been working with the government to develop the new mining code, and in case there are specific questions about what's in the mining code. So does anybody have a question? We have a microphone in the back. Oh, you wanted to comment? Oh, I apologize. Хотел бы отметить, что сегодня очень интересно получилось. В одном зале идет очень интересная презентация по повышению отдачи от инвестиций в международный сектор. А в этом зале идет вопрос по ликвидации. Наверное, это неформальное разделение будет всегда интересно. Кто-то хочет получить больше денег, кто-то хочет заботиться о том, что останется после него и несет какую-то моральную ответственность. Приятно, что это самое пустое, и отметить, что разработчики кодекса и государственные органы, в первую очередь, находятся в этом царстве. То есть народу с необходимостью привлечения инвестиций приоритетно все-таки ставится
возможность обеспечения ликвидации и регулировки тех последствий, которые будут нанесены микропользователям. Я понимаю, что немного времени на вопросы, но хотел бы отметить, что проект кодекса на фоне общей либерализации, вчера уже говорили, одно ужесточение действительно идет в требованиях, это все-таки требования, связанные с обеспечением экологических требований, обязательства регуляции и ликвидации. Как предыдущие выступающие говорили, принцип стимулирования прогрессивной ликвидации также заложен в данном кодексе. Мы планируем, что данный законодательный акт будет стимулировать микропользователей проводить рекультивацию до завершения полной отработки. Предусмотрен госоператор по ликвидации. Это наша позиция, которую мы считаем, что без такого государственного учреждения будет работать очень сложно, который будет оценивать возможность рекультивации и в случае необходимости проводить данные работы самостоятельно с помощью привлечения соответствующих специализированных организаций. Кроме того, предусматривается пересмотр суммы обеспечения, то есть достичь того, чтобы в случае, если необходимо происходит банкротство предприятия, ликвидацию можно было произвести действительно на тот момент, когда эти деньги не потребуются. Мы понимаем, что на сегодняшний день в Казахстане такая статистика, что большинство предприятий начали свою работу в советский период еще. Соответственно, скажем так, действующие недропользователи зачастую не несут тому главного морального обязательства по ликвидации, потому что они понимают, что это было обосновано у них. И тот 1% ликвидации, который сегодня считает действующим недропользователем, зачастую, мне кажется, это будет недостаточно для выполнения полной рекультивации. Но поэтому мы и данные требования прописали в кодексе, что при переходе, при выполнении работ, которые подразумевают рекультивацию, невозможно начать эти работы, не внеся соответствующее обеспечение. Если будут вопросы, готовы ответить на них, но я так понимаю, что наша сессия немножко затянулась, при этом открыты для диалога. Спасибо. Well, we actually have a few more minutes. We can certainly take a few questions. The microphone is there, if you could please speak into it. Thank you very much. This is Michael Ashker from DMT. I very much appreciate this very interesting, very exciting topic. DMT is one of the core components of mine closure. We're very happy to, would be very happy to contribute to the GISET, joint GISET SRK initiative on mine closure in Kazakhstan. I think the country and society would benefit a lot. And I do have a question is, do we have an overview of how many mines or mine enterprise companies in Kazakhstan are currently due for mine closure, let's say in the next 1 to 3, 5 years? Do we have a rough idea? Такой статистикой сейчас не обладаю. Такой статистикой на данный момент я не обладаю. Мы знаем, что у нас те предприятия, которые как минимум должны перейти к той самой прогрессивной ликвидации, они у нас сегодня имеются. То есть есть предприятия, на которых уже назрела такая необходимость. Но тут я тоже хотел бы отметить, что у нас в основном это крупные предприятия, у которых помимо вопросов ликвидации есть много других социальных проблем. То есть у нас в многих городах, которые были образованы правительствами, и зачастую, мне кажется, правительство сейчас пытается решить те проблемы, которые связаны с социальной напряженностью в данном регионе, обеспечением этих работ. Но, возвращаясь к вашему вопросу, скажем так, что эти предприятия есть, такая потребность сегодня существует, но, наверное, к сожалению, сразу раздать не могу. Are there any other questions for any of the panel? Okay, we've got a bunch of questions. Спасибо большое. Можно сам самого задержать. У меня вопрос к Руслану Вашевичу. Вы в своем комментарии сказали про госоператор по ликвидации. Не смогли бы более детально поделиться информацией, это будет примерно структура или это при Министерстве энергетики? Спасибо большое.
Более детально, мы осуществляем наш кодекс Анетра, но на практике мы все его читали, поэтому проект кодекса очень полгода идти. Отдельная статья есть 48-я, называется «График ликвидации последствий для пользования». Сегодня этот принцип мы заложили в проект кодекса. Мы первый проект, что сейчас у нас единый проект государства, что нет необходимости образовывать новые юридические лица с госучастием. Возможно, это будет функция возложена на действующие предприятия. У нас таких есть Министерство энергетики, есть такой опыт. Вы знаете, ранее существовали предприятия наподобие Санваза и других по нефтесети углеродного ядовища создавалось соответствующее предприятие. Мы предусмотрели кодексом, что это будет государственным юридическим лицом. То есть да, мы предполагаем, что в форме республиканского государственного предприятия. До выхода в кодекс у нас в любом случае это положение мы должны согласовать с Министерством национальной экономики, которое отвечает за регулирует, скажем так, работу предприятий госучастия. Пока так. Ну, то есть мы пишем кодекс так, как мы считаем правильно, отрасль как должно быть. И мы считаем, что такое предприятие ответственно за как приемку плана ликвидации, так и выполнение работ по нему. А в случае форс-мажорных обстоятельств принимает обязательства, то государство участвует. Такое предприятие должно быть и именно государство участвует. Okay, we have two other questions. Добрый день. Лена Макаренко, юридическая фирма «Инстел». Спасибо всем докладчикам за вашу презентацию. Это очень полезно, как и международный опыт, так и доклад Володя Мусаковича, в котором были подняты серьезные вопросы, с которыми практически можно столкнуться в ликвидации. Вопрос я хотела адресовать Лизану. Первый вопрос по программе реализации стратегических альянсов. Какие формы сотрудничества у всех вовлеченных сторон предполагаются? Будут ли это какие-то договоры, которые будут заключаться между сторонами для реализации стратегического альянса? Или какие-то формы государственно-частного партнерства, в рамках которых стороны могут взять на себя определенные обязательства, в том числе государственные органы нашего Казахстана, которые могут помочь микропользователям реализовать программы. То есть не только проконтролировать исполнение программ, но и способствовать, например, путем взятия каких-то социальных обязательств по рекомендации или, например, финансовых обязательств в случае, если средств в ликвидационном фонде будет недостаточно ввиду разных обстоятельств, в том числе и неконтролируемых микропользователей. Например, валютные риски, возникающие, просто средств недостаточно и так далее. Это первое. Или какие-то другие формы сотрудничества. И второй вопрос по программе я хотела бы уточнить. Вы упоминали возможное финансирование со стороны Министерства экономического сотрудничества и развития этих программ. Тоже хотелось бы уточнить, какие формы финансирования вы рассматриваете. Это финансирование развития новых технологий для ликвидации месторождений, финансирование привлечения консультантов, финансирование возможных гарантий реализации программы и покрытия возможных рисков. Какие формы финансирования вы видите? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Я, наверное, начну отвечать с последнего вопроса. Финансирование, предлагаемое Федеральным Министерством экономического развития и сотрудничества, будет осуществляться через ЖСЗ. Это, как мы сами отметили, это консультационные услуги экспертные услуги специалистов. Также будут привлечены различные технологии. Здесь также предполагается, и отсюда вытекает формат сотрудничества, либо это будет альянс, но предусмотрены также маленькие государственно-частные проекты на основе этого партнерства по узким тематикам в рамках ликвидации и консультации с государством. В презентации я определила роли, которые будет исполнять каждая сторона. Что касается государственных органов, предполагается координирование вопросов. Формат вклада таков, что каждая сторона будет вести, возможно, свои расходы по участию. И тематика в рамках этого сотрудничества может быть определена позже, исходя из интересов, потребностей частного сектора и государственных органов.
сумма, привлекаемая с Федерального министерства экономического развития, будет равна сумме вклада, по которому получим соглашение от партнеров потенциально. Естественно, это будет на основе заключения меморандума. Мы сейчас ведем переговоры с государственными платчиками юридических предприятий АГМП, которые выразили заинтересованность в содействии созданию этого альянса. И они готовы проводить работу по привлечению, оказать содействие привлечению участия в добывающих компаний. Возможно, это будет договор с ассоциацией и также частные договора с компаниями. Спасибо. We have time for one more question. К сожалению, у меня два вопроса. Один вопрос господину Бакше. Я хотел уточнить. Ваша модель, вы сказали, что она используется во многих странах, соответственно, я так думал, вы используете статистические данные этих стран для того, чтобы делать расчеты. Использовали ли вы статистические данные Республики Казахстан, где вы брали, откуда, из каких источников? И у меня вопрос к господину Кубазиеву. Ваше предложение создания дополнительных госорганов, двух госорганов, которые будет, значит, одно контролировать ликвидацию, а второе мониторинг техногенного минерального образования, который сейчас по новому по проекту кодекса должны были ввести к отходам промышленного производства, не приведет ли к дополнительному регулятивному бюрократическим процессам. Дело в том, что сейчас такой мониторинг и контроль ведет комитет экологического регулирования. И, скорее всего, они этот контроль оставят, так как при ликвидации возможны эмиссии, соответственно, они будут контролировать эти эмиссии. Мониторинг техногенных минеральных образований, насколько я знаю, сейчас ведется с двух сторон, с комитета экологического регулирования и с комитета геологии. Сейчас они вообще несутся к отходам промышленного производства, и, соответственно, комитет экологического регулирования будет очень сильно, я думаю, после этого мониторинга, как и все отходы, то это не создаст ли это дополнительную просто бюрократическую настройку регулятивного характера. Спасибо большое. Почему я предлагаю создать какую-то отдельную организацию? Потому что проблема ликвидации, культивации сейчас очень насущная. Просто на практике я вижу, что это очень большая проблема. Поэтому должен быть какой-то орган, который должен полностью контролировать. Я не знаю, экологи контролируют, геологи контролируют. Должен быть единый. Иначе каждый будет заниматься в силу своих, так сказать, интересов. Предприятия на практике, я же говорю, на практике практически этим вопросами сейчас не занимаются. Много насущных проблем есть. Выжить в это сложное время нужен какой-то, может быть, это будет слишком бюрократизировано, я не знаю. Я просто смотрю, ситуация очень сложная. Вот на опыте, на моем опыте я проработал 40 лет на предприятиях в органе металлургического производства. Я, извините, не видел, что кто-то занимался ликвидацией или культивацией этих предприятий. Последняя практика. Кто-то должен этим заниматься. Реально заниматься, контролировать, заставлять. Потому что эти деньги, они со временем, честно говоря, я не знаю, как они используют, будут ли они вообще использоваться. Нужно, чтобы был какой-то государственный маркет. Иначе ситуация так и останется, как сейчас она находится. Так и будет. У хозяев сегодня совсем другие задачи. Что нам, честно говоря, многие владельцы, они примечили. Они приехали, выбрали и уехали. И все, и будь здоров. Это так, как предложение идеи. Может, да, не обязательно идет основным, но может быть учреждение или государственное предприятие. В принципе, концепция вашего предложения в нами заложена. То есть не обязательно должен быть отдельное министерство.
ближайшее время, вы прекрасно знаете, ожидается закрытие очень многих предприятий. Ну, это истощается где-то, смотрите, вот проблемы сейчас у Казцинка, у Казахмыса с сырьем. Ну, я вот знаю сейчас, они закрывают грейдерские руки. Я смотрел просто проект, очень интересная тема. Ну, это трудные предприятия, а мелкие вообще даже не задумываются. Особенно сейчас вот эти компании небольшие, которые появляются, практически однодневки, вот они выруют, и бросают, и уходят. Им сейчас нужно получить прибыль, будет срок. Это несчастная проблема, это государственная проблема. А то, что он регулируется вот этими законами, там, экологическими, никто не занимается этим. Ну, я же это просто наблюдаю, как и вы, наверное. Thank you. I can't say that I disagree with most of what was just said. I've seen it in a lot of places around the world. To your question regarding the information that is used in the model, the user actually puts the information that is country-specific, region-specific, and that's usually the cost data, the rates. And we have collected that from various locations. We've developed models for sites here in Kazakhstan, just recently finished using the model to calculate the closure costs for the Kumtor mine in Kyrgyzstan to the south. And we basically, actually it takes a lot of work to get all that information compiled, but it is part of the process. All right, well, thank you very much. My understanding is it's time to break for lunch. I'm sure everyone is probably hungry. Hard work listening to all of us. Thank you for your attention and your participation.